Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас суббота, 11 декабря, и поговорим о том, что же ждать от этого дня, что ни в коем случае нельзя делать, и также как нужно правильно провести этот день по народным приметам и лунному календарю, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Обязательно просмотрите это видео до конца. Итак, сегодня у нас с вами суббота, 11 декабря, и обязательно отдыхайте, предаваясь текущим делам, планированию. Также приятные встречи и свидания в этот субботний день. Это будет самое то, чтобы провести его хорошо. Но будьте сегодня и бдительны, поскольку вероятны потери денег и документов, а также препятствия и неприятности во время пути. Также 11 декабря, пожалуйста, воздержитесь от крупных инвестиций. И сегодня удачное время, которое нейтрализует плохие влияния, наполняя положительной энергией с 11 часов 25 минут до 14 часов 30 минут. Сегодняшний день не подходит для активности, рожденным в год свиньи. В этот день в нашей жизни особую силу набирают слова. Поэтому в этот день очень важно следить за своими словами, высказываниями. Говорите только сегодня о хорошем, озвучивайте свои желания. Этот день также и день лидера, который собирает вокруг себя людей, которые работают с информацией. Это могут быть и писатели, и журналисты, преподаватели. Поэтому сегодня, 11 декабря, обязательно сделайте следующее. Озвучьте свои желания и цели. Обязательно говорите слова любви, благодарности. Прощайте и сами просите прощения. Постарайтесь в этот день, 11 декабря, не озвучивать никакого негатива, страха или сомнений. Не забывайте беречь свое горло и не пить прохладных напитков. Придерживайтесь и нормы в питании. Побольше будьте на свежем воздухе. Если возможно и вы чувствуете, что вы готовы, проявите себя как лидер и выступайте сегодня публично, вне зависимости, где это будет, на вечеринке или это будет дома или где-либо в другом месте. Обязательно загадайте желание сегодня вслух и обязательно поддерживайте себя в хорошем сегодня настроении. И сегодня закладка мыслей звучит через следующую аффирмацию. Я с любовью зарабатываю и трачу деньги. Я умею хорошо обеспечивать себя. Я дружу с деньгами. Процветание – мое естественное состояние. Мое финансовое будущее в моих руках. В этот день ни в коем случае девушки, женщины нельзя ходить с распущенными волосами, иначе очень долго не найдете свою любовь. А чтобы не быть в одиночестве, сегодня нужно заплести косу или же, как вариант, вы можете собрать волосы в пучок. А вот если вы имеете короткую стрижку, короткие волосы, то воспользуйтесь заколочкой, лентами или ободками. Нельзя 11 декабря давать подаяние монетами, иначе можно счастье свое вместе с деньгами отдать. Также старайтесь сегодня 11 декабря и не отправляться в путешествие. Дорога будет проблемной, полной горестей и неприятностей. Также сегодня у нас 11 декабря по народному календарю Сойкин день, поэтому сегодня ни в коем случае не перебивайте старших, как по возрасту, так и по социальному статусу, а также званию, должности, иначе вы можете накликать на себя проблемы на работе. 11 декабря нужно внимательно слушать, что взрослые говорят вам, так как их советы помогут вам в решении многих вопросов, связанных как с карьерой, так и с личными отношениями. Запрещено сегодня давать что-либо из дома соседям. По народной примете с отданным можно расстаться тогда и с семейным счастьем, и удачей, и радостью. Также могут начаться ссоры, скандалы, недомолвки между супругами, родственниками, а также возникнет конфликт отцов и детей. 11 декабря нельзя указывать пальцем на сойку, поскольку такой жест может спугнуть удачу.
На птичку надо посмотреть молча, и в этот момент обязательно загадайте желание. И обращаем ваше внимание, что оно обязательно исполнится, притом еще до конца зимы. Не разрешается 11 декабря, если идет на улице снег, его затаптывать. Иначе считается по народным приметам, что вы таким образом можете затоптать свою удачу. Рекомендуется взять горсть свежего снежка, взять в ладони, нашептать на него свое желание, после подкинуть вверх и постараться попасть под вот этот снегопад. И согласно народной примете, задуманное вскоре исполнится. Кроме того, обращаем ваше внимание, 11 декабря, если вы повстречаете сойку, это такая птичка, да, то это, вы знаете, очень хороший знак. А если она еще на окошко села и петь начала, то знаете, что тогда весь год у вас будет удачным. А вот незамужние девчата или неженатые барыни, увидев на окне сойку, выходили из дома и следовали за ней, потому что считалось, что именно эта птичка приведет туда, где свое счастье нужно искать. Также обращаем ваше внимание, что 11 декабря ни в коем случае не ругайтесь. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными. В народе 11 декабря называли этот день Сойкиным, поэтому строго-настрого запрещалось обижать эту птичку. Напротив, если она подлетит к вашему окну, нужно его открыть, впуская тем самым в дом удачу. Этот день один из, наверное, самых неподходящих дней для признания в любви. И наши предки говорили, что отношения, рожденные 11 декабря, к сожалению, долго не продлятся. И в этот день, 11 декабря, было принято проводить обряд для привлечения богатства с помощью монет. Для этого бросали несколько монет разного достоинства в снег рядом с домом. Затем пытались достать оттуда мелочь, но по одной монетке доставали и говорили следующие слова: «Деньги в снегу побывали, силы в нем набрали. Пусть будет их так много, как сугробов». Попробуйте, и деньги потекут в вашей жизни рекой. Ну, а если в вашем регионе нет снега, то, к сожалению, хотим вас расстроить, к сожалению, не сможете провести этот ритуал, который нам завещали наши предки. Не стоит также планировать сегодня совместную жизнь, путешествия, переезды, не говоря уже о реальных действиях в этих направлениях. Любая активность 11 декабря окажется в лучшем случае бесполезной. Также обращаем внимание, что уборку, смену постельного белья, стирку и другие домашние работы необходимо перенести на другой день, если вы хотите сохранить в доме благополучие и финансовую стабильность. Любой конфликт может привести сегодня к самым негативным последствиям, поэтому в этот день стремитесь даже не повышать ни на кого голос. Если кто-то пытается вас завести, говорить какие-то вам плохие слова, улыбайтесь и посылайте обратно энергию любви. Это очень важно. Сегодня, 11 декабря, у старших просили, как правило, совета. Считалось, что этот совет он будет очень особенно ценным. А вот планы на будущее предпочитали в этот день не строить. Еще 11 декабря нельзя было спорить со старшими, перебивать их, а тем более грубить им, иначе считалось, что можно столкнуться с проблемами как в финансовом, так и профессиональном плане. Если же просто повышать сегодня голос, то можно отпугнуть удачу. Не следует в этот день отдавать соседям или знакомым что-то из своего дома. Ни вещи, ни еду, даже растения. Потому что таким образом вы можете лишиться семейного благополучия, так считали наши предки. В то же время нельзя отказывать сегодня нищим в милостыне. Однако подавать ее нужно правильно, не стоит звенеть монетами. Считалось, что счастье уйдет вслед за этим звуком. В этом были уверены наши прапрадеды. Поэтому 11 декабря будьте мудрее и обходите 10-й дорогой любого человека, который является вашим врагом или просто вызывает у вас даже негативные эмоции.
потому что сегодня легко вступить в конфликтную ситуацию и нажить себе новых врагов или испортить и так непростые отношения. Не вздумайте 11 декабря сегодня приглашать к себе гостей, которых вы не знаете. В такой день нужно быть уверенным в людях, а вот с незнакомцами будет сложно, так как легко скрыть будет истинные намерения. Некоторые в вашу квартиру могут накликать беду. И еще 11 декабря не следует что-либо брать взаймы. Особенно это касается ваших соседей. Вот такой, друзья, у нас с вами день 11 декабря, суббота. Желаем вам прекрасно провести. Надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Всех любим, целуем. Услышимся в следующем видео.